Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Ароматной и вкусной получается запеканка из творога, если в нее добавить манку. Благодаря этому блюдо становится мягким, воздушным и сытным. Приготовить запеканку можно на сковороде, в мультиварке или в духовке. А для рецепта нам понадобится творог, сахар, яйца, манка, ванильный сахар, корицу можно использовать. И для украшения можно использовать фрукты, ягоды. У меня сегодня виноград и яблоки. Готовить запеканку я буду в духовке и в металлической форме. А для начала мне надо приготовить карамель. Карамель буду делать сразу же в форме. Если у вас нет металлической формы, приготовьте карамель сначала в сковороде, а потом перелейте в форму. Так, форму ставлю на огонь. Насыпаю сахар. Добавляю водички. И жду, когда карамель станет у меня таким янтарным, даже слегка коричневатым цветом. Карамель начинает темнеть, она прям только начинает трогаться и сразу же на глазах темнеет и темнеет. Все, можно отключать нагрев. Хватит, мне этот цвет устраивает вполне. Так, теперь берем яблоко, режем его пополам, очищаем и нарезаем такими вот слайсами, как чипсы делаем. Вот я вроде бы отключила карамель, а она до сих пор еще готовится, так как горячая, она уже вообще темная стала. И выкладываем яблочки. Так красиво укладываем прямо на карамель. Теперь делаем творожную массу. Берем большую емкость, перекладываем творог, добавляем сахар, яйца, манку, корицу. Кто корицу не любит, не добавляет корицу. Можно добавить другие специи любимые. Так, теперь миксер. Одеваем многофункциональную насадку. И на первой скорости все перемешиваю. Забыла добавить ванильный сахар. Добавляю его сейчас. Перемешиваю уже лопаточкой. У меня получается такая однородная ровная масса творожная. Все, хорошо перемешала. Потому что ванилька все-таки такой приятный аромат дает. Без нее никак. Теперь эту творожную массу перекладываем в форму. И разравниваем. Ставим запеканку выпекаться в разогретую до 210 градусов духовку. Через 30 минут запеканка готова. Я отключаю нагрев, открываю духовку, приоткрываю духовку и оставляю так минут на 10-15. Творожная запеканка на стол подается теплой или остывшей. Сверху ее можно украсить ягодами, а можно просто подавать со сметаной. Давайте попробуем и посмотрим, что у нас получилось. Такая вся воздушная, пропеченная. Я вижу, что пропеченная. А теперь на вкус. Очень нежная, такая сладкая в меру и сочная за счет яблок и карамели.
Наслаждайтесь вкусной и простой выпечкой, готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!